Вот вышла прогуляться по окрестностям. Тут, конечно, совсем другие пейзажи. После года жизни в деревне это, конечно, очень непривычно. Тут посмотрите, какие-то такие интересные птицы. Утка, гуси, утки, гуси. Интересного вида. Вот это утка, гуси, индюки какие-то тут стоят, сидят. Интересные. Мужчина, я бы хотела взять у вас интервью. Что вы думаете по поводу жизни в Коломбо? Приезжая на Шри-Ланку и, в общем-то, посмотрев, что и где тут можно посмотреть, я помню, что про Коломбо все время, всегда, везде говорили, что это тот город, в котором не стоит задерживаться, стоит сразу ехать дальше. Вот. Ну, в общем-то, если вы приезжаете на 2-3 недели, так оно и есть, потому что зачем приезжать на Шри-Ланку для того, чтобы вкусить городскую жизнь? Лучше ехать сразу и посмотреть удивительную природу Шри-Ланки. Но если вы сюда собираетесь ехать на месяц, на 2, там, перезимовать 3 месяца, то я тогда однозначно советую приехать в Коломбо. Я пока что еще сама не знаю, слишком тут много мест, буду вот смотреть, ездить, показывать вам. И да, на самом деле Коломбо довольно интересный город. Тут, конечно, город контрастов. То есть вот на фоне меня такие тут небоскребы, но тем не менее, если пройти даже в центре там, по какой-то улице, улочке, это может выглядеть довольно заброшено. Вот. Если вы соскучитесь по городской жизни, хорошо приезжать в Коломбо, сходить в кинотеатр, пошопиться. В общем, потому что очень много, все то, что есть в маленьких городах, там есть всегда все самое необходимое, но это довольно ограниченный выбор всего продуктов, одежды, и, в общем, любых вещей, которые нам бывают нужны в жизни. Вот. И да, в общем, посмотрю, какой город Коломбо. И, если честно, я уже вот прогуливаюсь, сейчас живу в Cinnamon Gardens, то есть этот самый-самый центр. И уже судя по тому, что я уже тут видела, это довольно красивый, интересный город, который, реально стоит посетить и увидеть. Ну вот, в общем-то, только что мы с вами побывали в парке, который находится вот на таком небольшом островке. Очень красивая, интересная идея. И когда мы были в парке, мы увидели издалека на воде храм буддийский. И сейчас я хочу подойти туда поближе, посмотреть, что же это за храм. Вот кусочек этого храма, он стоит также на воде, островком. Вот я уже к нему подошла поближе, и сейчас мы пройдемся по его территории. И вот, в общем-то, недалеко от того острова, на котором я была, вот с той стороны, вот этот островок, на котором мы только что с вами побыли, я прошла дальше и вот подошла к этому храму, который я увидела с острова, вот, который тоже был построен, видите, вот в виде такого островка. В общем, посмотрим. Хочу зайти, посмотреть, что там, как там.
можно увидеть статуи индуистских богов. То есть, индуизм и буддизм настолько тесно связаны между собой, что люди, которые называют себя буддистами, они приходят и также молятся индийским богам. Такое интересное сочетание религий на Шри-Ланке. Кроме парков и буддийских храмов, в Коломбо очень много самых разных интересных заведений. И одно из них — это Barefoot.
ресторан, художественная галерея и сувенирные магазины в одном флаконе. Довольно интересное место, очень красивое. Тут очень приятно посидеть, потому что оно очень красиво отдекорировано, очень много интересных деталей прямо на территории ресторана. Более того, там есть художественная галерея и также торговый центр с множеством разных небольших магазинчиков, где вы можете купить интересные сувениры. Еще одно интересное место — это Уга Residence. Это отель, при котором тут также есть на территории красивый ресторан. Очень приятное место, куда можно прийти с удовольствием провести время, поужинать, пообедать. Единственный момент — цены тут действительно не низкие, а порции не очень большие. Вот, в общем-то, заказывая рыбу, я ожидала увидеть более внушительный кусок и с большим количеством гарнира. То есть я думала, что если это основное блюдо, то это будет действительно основное блюдо, которым можно накушаться. Но, увы, порции оказались совсем другими. Еще одно прекрасное место, которое я хочу порекомендовать, это Jetwing Colombo 7. Если вы хотите покушать, поужинать, либо просто выпить чего-нибудь вечером с шикарным видом на город, то это именно то самое место в самом центре города, в самом сердце города, с шикарным видом на закате. Тут мы встретились с Крисни, и я у нее взяла небольшое интервью. В общем, я его опубликую в следующих сериях, в одних из следующих выпусках о Коломбо. В этом видео я могу просто вскользь об этом упомянуть. With their concept of love. Now in opera, I've got a metaphor. You know this metaphor, right? And whoever is going to think it's stereotypical, it is purely stereotypical. But it's just from my experience, and I think it's a laugh. So, you know, just... Как-то раз, когда я была в Коломбо, я не могла уснуть до 4:30 утра. Позже выяснилось, что, оказывается, я была не одна такая. И на Шри-Ланке, и в Украине. Тогда утром я проснулась тоже довольно рано. Я поспала где-то пару часов и поняла, что внутри поднялось очень много эмоций. И я поняла, что нужно сходить в храм. Пошла в тот самый буддийский храм, в котором мы были с вами недавно, на острове. Мне он очень понравился. Там было очень тихо, спокойно. Ну, насколько возможно, чтобы было тихо в городе. Я пришла туда и поняла, почему у меня была бессонница в эту ночь. Потому что в эту ночь было полнолуние.
И этот день — это Poya Day, это день, когда полнолуние, и это особенный день для жителей восточных азиатских стран, в том числе и на Шри-Ланке. То есть на Шри-Ланке принято в этот день идти в буддийский храм и проводить этот день там. Отправляясь в буддийский храм, ланкийцы одеваются полностью в белое, собираются семьями, друзьями и приходят в буддийский храм. Проводят тут довольно длительное время, медитируют, молятся, общаются. Как вы можете увидеть, есть даже люди, которые тут лежат на полу, либо же сидят, потому что ланкийцы, в общем-то, приходят в храм для того, чтобы провести тут какое-то время, поэтому они никуда не спешат, никуда не торопятся, чувствуют себя очень тут расслабленно, умиротворенно, поэтому им просто приятно и хорошо для души посидеть в стенах храма, на полу храма, в общем-то, вот впитать в себя вот эту всю атмосферу. По пути из храма домой я наблюдаю подобные пейзажи в центре Коломбо, недалеко от того самого храма. На этом эту часть видео про Коломбо я закончу. Увидимся с вами скоро в следующем выпуске про Коломбо. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь и увидимся в следующем видео. Пока-пока и отличного вам дня!